если на свободе оставался один член шайки Мориарти, не было гарантии, что их не 2 и не 3, и что кто-то из них не увидит меня воскресшим. Поэтому мне пришлось отсиживаться в ущелье до темноты и видеть глубокую печаль Штайлера-младшего и вашу, мой дорогой друг. Обращаться в полицию было бессмысленно. У меня же не было свидетелей. Ну, не убивать же вы в самом деле по законам мести. К тому же вы знаете, мой друг, какие из нас с вами получаются преступники. Оставалось ждать. Я внимательно следил за Мораном, уверенный, что его преступная натура себя как-нибудь проявит. И я не ошибся. Сигналом для меня послужило убийство несчастного Рональда Адера. Это я виноват. Нет, Ватсон. Мы оба виноваты. Каждый порядочный сыщик, да нет, просто каждый порядочный человек должен испытывать чувство вины, когда преступникам удается совершить очередное черное дело. И это чувство вины должно вселять в нас новые силы для борьбы со злом. Поэтому я здесь. А вы, мой друг, рядом со мной. А миссис Хадсон хотела устроить здесь ваш музей. Музей? Рановато. Вы же знаете, какая у меня обширная картотека. Ну, допустим, с буквой «М» мы разобрались. Что следующее? Литера «Н». «Н». Самая таинственная буква. Леди Неизвестность. Мистер Холмс, вас ожидает какая-то леди. Взгляните, Ватсон. Кто бы мог подумать, что такая штука может быть пущена из бесшумного духового ружья? Да, такой я уже держал в руках. Я все жду вашего рассказа о воскрешении и о том, как вы выследили Морна. Именно из-за Морона я так долго не воскресал. Он последовал за нами в Швейцарию вместе с Мориарти. Все было продумано в этом трагическом спектакле. Каждое действующее лицо появлялось на сцене в свое время. Сейчас будет. Когда вы, мой друг, уходили в отель, Холмс. я уже не А мы сомневался, это повырежем. что письмо из Мэринги В этот момент мы можем выпить немного вина. в ущелье должен появиться мой противник, профессор. Дорогая, Я а где твое изучил вино? место возможного поединка Вот оно. и обнаружил, что прямо под обрывом скала имела уступ. Водички. Дешевым эффектом. Я был почти уверен, что он не станет стрелять в меня из-за какой-нибудь скалы, а превратить нашу встречу в драматический поединок. К тому же Мориарти в совершенстве знал приемы борьбы по рицу. Слушай, надо нам перемотать. Были бы невелики. Дорогая, все нормально. Давай перемотаем, а то что там большой кусок. Сейчас они будут Вашим драться. услугам, профессор. Мы как раз можем сконцентрироваться. Выпьем вина. Она Прежде чем начать выяснять отношения, я прошу серьезно. несколько минут, чтобы написать письмо друзьям. Ведь исход отношений... Ты готовься, сейчас уже будет конец. Все, уже конец. Я знаю, я видела это фильм, и сейчас еще далеко не конец. Ну, куда это перематываем быстро? Извольте. Мои предположения подтвердились. В глазах Мориарти я прочел неумолимое решение покончить. Видишь? Да, я знаю. Тун-тун-тун. Тун-тун-тун. Да, ты знаешь, что это снимает. Так на монтаже все можно вырезать. А можно не вырезать.
Холмс, Ватсон, Холмс, у вас ноги голые. Ватсон, у меня не голые ноги, они волосатые, они волосы греют мои голые ноги. Выходит. Одну руку я потом себе включил. Как вы догадались, Ватсон? Ну что любите, пожрать, попить и покурить. Так, смотри, что сейчас будет. Ты мне это говоришь. Итак, Прекрасно. один сообщник Мориарти был налицо. И у нас Главный момент, когда они начнут Имел пить. смысл умирать. Вместе берем, Немедленно тынь. воскрешать тоже было опасно. Если на свободе оставался один член шайки Мориарти, Если один хоть член шайки. и что кто-то из них не увидит меня воскрешен. И видеть глубокую печаль. И видеть глубокую Ставя печаль. младшего и Тебя, вашего, малыш. мой дорогой друг. Мой дорогой друг. Ватсон. К тому же вы знаете, мой друг, какие из нас с вами получаются преступники. Оставалось ждать. Я внимательно следил за Мором, уверенный, что его преступная натура себя как-нибудь проявит. Я не ошибся. Сигналом для меня послужило убийство несчастного Рональда. Это я виноват. Нет, Ватсон. Мы оба виноваты. Да, и вы тоже Холмс. Каждый порядочный сыщик, да нет, просто каждый порядочный человек должен испытывать чувство вины, когда преступнику удается совершить очередное черное дело. И это чувство вины вселяет в нас новые силы для борьбы со злом. Значит, будет второй дубль. Ну, дай чай. Хадсон хотел устроить здесь ваш музей. Музей? Рановато. Вы же знаете, какая у меня обширная картотека. Ну, допустим, с буквой М мы разобрались. Что следующее? Литера Н. Н. Самая таинственная буква. Леди неизвестность. Леди Мистер Мотивон. Холмс, вас ожидает какая-то леди. Не поворачивайся, или посмотрим. Пойди, там нужно будет опять центрировать. Ладно. Вот. Итак, Мы с этого начнем. Мориарти был Да. налицо. Теперь мне вовсе не имело смысла умирать. Но и немедленно воскресать тоже было опасно. Стоп, дорогая, На свободе. Да. помимо венца все-таки не там чай, а у нас там будет, наверное, венцо, да? Тебе подлить венца? У меня еще есть, но полей. Все, и больше, кроме тарелки, больше ничего не пьем. Все, и больше кроме этой рюмки, больше вообще ничего не пьем и никогда. Но полбутылки ника достаточно нормально. Вообще. И ты мне поможешь разобрать весь этот хаос? Ясен пень, а ты думаешь, я что, самоудалюсь? Но то, что я ворошу, типа, мясо, это нормально, красиво получается. Надо ворошить правой рукой. Нет, правой рукой, правильно. Ну Вот. я же левша. Да. И ты ворошишь в процессе. Все правильно. Ведь ты же левша. Правой рукой ворошить правильно. Когда ты левша. Слушай, я могу еще надеть шляпу. Так, дорогая, у нас все-таки мистер Холмс и доктор Ватсон. А не миссис Хадсон, да? И не нуарный детектив. Не, у меня шляпа прям. Шляпа. Могу Шляпа? тебе- Я могу тебе показать. Хочешь? Она та, которая была? То есть... Та, которая была между нами, а та, которая не была без нас. Я играю на камеру. А камера
Ясен пень. Ой, я умираю от чехотки. Это кровь. Я спою песню. Я спою песню Come with me. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Oh, yeah, love you. Чё за шепот? Ну ты выключишь камеру, покажу. Покажешь сейчас или покажешь потом? Сейчас могу показать, если выключишь камеру. Мы можем не выключать камеру, ты можешь показать. Заразина. Там просто нужна чуткая концентрация. Там, ты прикинь, там на салфетках все держится. Я знаю. А она написала убийство? Ну, в викторианском стиле. Идите сюда, чтобы все видели. Не, она красивая. Ну, она в стиле... Серьёзно? В стиле... Так ты Если я ее одену, придется снимать еще один дубль. сюда ты зайдешь? Нет. А почему нет? Но если я Все одену... ждут. Нет, если я ее одену, нам придется снимать 2 дубля в этой шляпе. А еще? Почему? Потому что не сможешь подмонтировать другие дубли. Я смогу. Я смогу. Они все говорят, что я смогу. Делай. Короче, шляпа была клевая. Она была такая, ну, типа... Короче, если я ее одену, вот так вот. По- Короче, 2 дубля. по- 2 дубля и другие дубли не принимаются. Люди, поставьте, пожалуйста, лайки. Да, 2 дубля. 2 дубля. 2 дубля. Миссис Хадсон? Нет, миссис Морстон. Мисс Морстон. Мисс Марпл. Мисс Морстон. А Марпл кто такая? Марпл это старая дева мисс Морстон, на котором Ватсон женился. Ватсон? Почему вы похожи на мисс Марпл? Или Морстон. на мисс Морстон? Потому что мой муж приболел, и я теперь вместо него. Ватсон, у вас муж? Я ошибся вас. Чуть-чуть. Так, Так, 0,20. да, уже пора. А мы будем продолжать в этой шляпе? Я и хотела спросить. То есть ты... Если в этой шляпе, то еще 2 дубля. Если без нее, то 1. А если в этой шляпе, почему 2 дубля? Потому что во всем нужно сделать 2 дубля. Нет, не всегда без. Так, кто из нас видео занимается? Я или ты? Ты? Все. Вопрос отклоняется. Мгм. Ватсон, я стал себя как-то иначе чувствовать. Мой дедуктивный метод подсказывает мне... Короче, сделай 2-й дубль и не будем парить. Ладно, если хочешь, потом можешь делать 3-й дубль в шляпе. Да не хочу я в шляпе. Почему ты не хочешь в шляпе? Да я просто так предложила. Не, ну слушай. Так, дорогая моя, хочешь быть в шляпе? Нет. Я хочу 2-й дубль. Готова? Да. Помнишь, что они как делают? Все, я рубаю. Конечно. Итак. Ватсон, я так рад, что ты со мной. И без шляпы. А еще я. Ватсон, я люблю тебя.
как неожиданно и дерзко. Да, Ватсон. один член шайки Мориарти. Не было гарантии, что их не 2 и не 3, и что кто-то из них не увидит меня воскресшим. Поэтому мне пришлось отсиживаться в ущелье до темноты и видеть глубокую печаль Штайлера-младшего и вашу, мой дорогой друг. Мой дорогой друг. Мне было очень Обращаться в печально. полицию было бессмысленно. У меня же не было свидетелей. Ну, не убивать же вы в самом деле по законам мести. К тому же вы знаете, мой друг, какие из нас с вами получаются преступники. Оставалось ждать. Я внимательно следил за Мороном, уверенный, что его преступная натура себя как-нибудь проявит. И я не ошибся. Сигналом для меня послужило убийство несчастного Рональда Адера. Это я виноват. Нет, Ватсон. Мы оба виноваты. Каждый порядочный сыщик, да нет, просто каждый порядочный человек должен испытывать чувство вины, когда преступникам удается совершить очередное черное дело. И это чувство вины должно вселять в нас новые силы для борьбы со злом. Поэтому я здесь. А вы, мой друг, рядом со мной. А миссис Хадсон хотела устроить здесь ваш музей. Музей? Рановато. Вы же знаете, какая у меня обширная картотека. Ну, допустим, с буквой М мы разобрались. Что следующее? Литера Н. Н. Самая таинственная буква. Леди Неизвестность. Мистер Холмс, вас ожидает какая-то леди. Эй, миссис Хадсон! Где? И тут мы забираем. Ну что, посмотрим? Пожалуйста. Иди выключай, посмотрим. Я могу свое несчастное мясо обратно Все, запечь? зафигачивай.